Всем привет! Вы на канале Кухня Эвелин. И сегодня приготовим просто изумительно вкусные ленивые голубцы. Этот рецепт доработан до максимально вкусного совершенства. Готовлю по нему я больше 10 лет. И без преувеличения, это самый лучший рецепт из всех ленивых голубцов. Сочные, нежные, насыщенные, с легким сливочным оттенком. И все это в томатно-сметанном соусе. Я расскажу 5 самых главных секретов, чтобы вы получили самый наилучший результат. Такие голубцы, сколько бы я ни приготовила, нам всегда будет мало. Рецепт универсальный и подходит под заморозку и приготовление в духовке, в мультиварке, либо в казанке. Это слишком вкусно, чтобы передать это словами. Итак, начнем приготовление. В первую очередь нам нужно отварить рис. Рис я буду использовать круглозернистый. Его нужно отварить до полуготовности. Я буду готовить двойную порцию, поэтому буду варить 2 стакана риса. Стакан у меня по 250 мл. Хорошенько рис промываем. На 2 стакана риса заливаем 4 стакана холодной чистой воды. Если будет стакан риса, тогда заливайте 2 стакана воды, то есть 1 к 2. Варим рис после закипания 5 минут и выключаем. Оставляем потом под закрытой крышкой, чтобы он дошел, фактически до полуготовности. 2 крупных луковицы нарезаем кубиками. Разогреваем хорошо сковороду. И добавляем столовую ложку растительного масла и кусочек сливочного масла. Обжариваем лук до мягкости и золотистости. И пока обжаривается лук, натираем на терке на средней либо большой 2 средних моркови. Прошло 5 минут, и рис убираем с огня. Накрываем крышкой, и он немножечко дойдет. И как только лук стал золотистым и уже мягким, добавляем морковь. С морковью тушим примерно минуты 2-3. Дальше шинкуем капусту. Разделяем ее пополам. И можно ножом тоненько, либо вот у меня есть такая терочка. Вот такая вот примерно соломка должна получиться. Не крупная. И не забывайте помешивать пассеровку, морковь с луком. Иначе пригорит. Так, все, этого будет достаточно. Я нашинковала чуть больше половины вот этой капусты. И добавляем в поджарку. Добавляем капусту. Не забывайте, я делаю двойную порцию. То есть, если вы будете делать на 1 килограмм мяса, тогда всего пополам. Все это напишу в описании. Перемешиваем. Тушим капусту вместе с поджаркой 5-7 минут до мягкости капусты. Благодаря такому тушению голубцы будут сочными и очень нежными. Капуста с поджаркой готова. Вот как она выглядит. Если у вас, так как у меня двойная порция, тогда можете готовить, чтобы все прожарилось, примерно 8-9 минут тушить. Но если поменьше порция, то не больше 7 минут. Для того, чтобы все быстрее остывало, пересыпаем в миску. И сюда же высыпаем рис, которому тоже нужно хорошенько остыть. Рис, видите, он уже практически готовый. Почему я не использую сырой? Потому что он заберет всю сочность за счет того, что ему нужно набухнуть, и он будет вытягивать влаги из капусты и со всего голубца. Поэтому они получатся суховатыми. Как я сварила риса немножечко с запасом, вот смотрите, здесь примерно около 200 грамм, я не буду его добавлять, потому что вот уже на взгляд я смотрю, мне достаточно риса и поджарки. Дальше солим по вкусу и добавляем молотый черный перец, также по вкусу. И еще пока овощи с рисом теплые, добавляем кусочек сливочного масла. Здесь у меня примерно 70 грамм, нарезаем кусочками и перемешиваем все ложкой либо рукой. Рукой намного удобнее. Но учтите, что еще горячее, поэтому руку можете обжечь. Сливочное масло растопится и придаст нежный и сливочный вкус будущим голубцам.
И оставляем смесь остужаться, чтобы она была комнатного состояния, ни в коем случае не горячего. 2 килограмма свинины, нежирной, у меня здесь гуляш. Нужно измельчить в фарш. Вообще можете использовать половину свинины, половину курицы, также будет вкусно, но старайтесь все равно, чтобы свинина была по минимуму жирной. Это будет влиять на стабильность голубцов. Если будет сильно жирная, оно будет разжижать, и они могут не так крепко держаться. Потому что в рецепте мы не будем добавлять яиц для загустения. То есть этот рецепт без яиц, все будет держаться и так. Измельчаем мясо. Такие голубцы готовила и только на курином мясе, и свинина с курицей, и свинина с говядиной. И каждая по-своему вкусные. Мне вкуснее всего на свинине с говядиной, но всем, кто пробовал, больше нравится только на свинине. Фарш готов, в него мы не добавляли сырой лук и сырой чеснок, потому что лук у нас поджаренный в поджарке будет. Чеснок можете по желанию и добавить. Я пробовала и добавлять в фарш и сырой лук, и чеснок, тоже все было вкусно, но в оригинальном рецепте идет именно чистый фарш. Добавляем приправы. Солим по вкусу, молотый черный перец и копченую паприку, это по желанию. И еще такой же кусочек, примерно 70-80 грамм сливочного масла, натираем в холодный фарш. И все очень хорошо перемешиваем, чтобы хорошо распределить масло. В рисово-овощную часть мы добавили масло, которое сразу же растопилось, то здесь добавляется холодное масло, чтобы оно уже начало растапливаться в процессе приготовления. Это также придает особый и неповторимый вкус этим голубцам. И пока мы занимались фаршем и его подготовкой, уже вот эта часть с рисом и капустой хорошенько остыла. Смешиваем только тогда, когда она станет комнатной температуры, либо можете даже отправить в холодильник, чтобы она была холодной. Дальше смешиваем эти две части. В миске какой-то побольше берите. Добавляем фарш. У меня немного не влазит, поэтому смешивать буду в двух мисках. И смешиваем хорошенько, также можно рукой, либо ложкой, но рукой это сделать намного удобнее и быстрее. Нужно очень хорошенько соединить рис, капусту и фарш. И еще для вкуса можете добавить рубленого укропчика немного. Это придаст еще более яркий вкус. Вот такая вот смесь получается. Достаточно упругая. Сейчас покажу вам, как с нее легко все лепится. Вот так вот. Как видите, здесь не нужно ни яиц, никаких загустителей. Все вот будет очень стабильно и крепко держаться. Дальше приготовим соус. Для него нужно либо уже готовый вот такой вот соус, можно томаты в собственном соку, либо томатная паста. Томатную пасту развести водой. Я буду использовать и томатную пасту, и соус. И разводим томатную пасту водой. Если используете томатную пасту, тогда 2 упаковки и заливайте водой. Я буду 1 упаковку томатной пасты и 1 часть соуса добавлю. Полбаночки. Добавляем сметаны любой жирности абсолютно, примерно 300-400 грамм. И хорошенько перемешиваем томатный соус со сметаной. Уникальность этого соуса в том, что не нужно ничего там делать поджарку, лук, морковь, потом это все томить на сковороде. Соус и так будет очень-очень вкусным за счет нежной сметаны и насыщенного томатного соуса. И обязательно соус немножечко присолить. Попробуйте на соль. Может, соус уже будет соленый у вас. Я немножечко добавляю соли. У меня смесь перцев, совсем чуть-чуть. По желанию копченой паприки также немножечко. Все еще раз перемешиваем. Вот такой вот соус получается. Сметаны можете добавить немножечко меньше. Дальше начинаем формировать голубцы. Я буду готовить в духовке, но, конечно же, можно и приготовить в мультиварке, либо в казанке. Мне больше всего нравится в мультиварке. Она готовит равномерно, все это томление проходит, очень вкусное, сочное получается. Но в духовке также можно приготовить вкусно. Я просто не знала этого способа, и они в духовке получались не такими сочными, суховатыми. То есть за время приготовления выпаривался весь соус, и они такие, как сухие, такие зажаренные какие-то тефтели получались. Это не то. Вот я вам сейчас расскажу, как приготовить вкусно в духовке. Для того, чтобы голубцы к форме не пристали, либо смазываем каплей растительного масла, совсем немножечко.
Либо можете на дно добавить пару листьев капусты. Совсем капельку добавляйте, чтобы жирным не было. И дальше формируем голубцы. Набираем немножечко в ладошку. Вот так вот. Будут у нас размером такие, знаете, как крупные котлетки. Продолговатой вот такой вот формы. Вот такие вот. Если вы сделаете сильно мелкие, они будут не такие вкусные. Все-таки вкус раскрывается именно вот в таких вот крупненьких голубчиках. И вот такую вот голубокотлету кладем в форму. Кладите очень близко друг к другу, потому что во время приготовления они немножечко уварятся и станут поменьше. Первая форма готова. Я их очень плотно уложила и достаточно крупные сформировала. Теперь делаем для второй формы. Все голубцы сформировали. Вот сколько у меня их получилось. И вот эту часть я отправляю на заморозку. Вот такие вот котлетки, потом можете положить на форму, можете сразу металлических таких покупных заморозить. Все прекрасно замораживается и безумно вкусно после разморозки. А эти будем готовить сразу. Заливаем соусом. Желательно ложкой распределяем, чтобы соус распределился по всем голубцам. Желательно залить полностью соусом, но можно и наполовину. Нужно правильно их приготовить в духовке, чтобы они не выпарился весь соус, а они готовились, проваривались в нем. То есть за 50 минут будет там уже соуса чуть ли не на дне. И они начнут запекаться и высушиваться. Накрываем обязательно фольгой. И обязательно сделайте несколько отверстий для выхода пара. И все, отправляем в духовку. Разогретую на 180 градусов на 45-50 минут. Вот это приготовится, скорее всего, за 50 минут, а вот в большей форме, скорее всего, будет около часа готовиться. Готовность можете определить, наколов зубочисткой, и должен прозрачный сок вытекать с голубца, а не мутный. Тогда они готовы. Но ориентируйтесь примерно не менее 45 минут. Голубцы готовы. За 15 минут до готовности я сняла фольгу и дала им немножечко прижариться. В общем, времени выпекала я 1 час. Голубцы получились очень стабильные и прекрасно держат форму, а томатно-сметанный соус немного загустел. Выглядят очень аппетитно и стоит невероятный аромат голубцов. Как я и обещала, внутри они получились очень сочные, капуста, рис и мясо прекрасно гармонируют друг с другом. Слегка притушенная капуста отлично дополняет вкус в целом. Ну что, давайте попробуем вместе вкуснейшие ленивые голубцы. Ну что, голубчики, готовы? Давайте пробовать. Ну что, будешь, голубчик, пробовать? Ай, я укусил себя за губу. Очень вкусный голубец. Он так вот красиво выглядит внутри. Так, надо еще один кусочек съесть. Очень вкусно. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Так, пробуем. Это слишком вкусно, чтобы передать это словами. Рецепт на 100% проверенный, готовила его уже, наверное, сотни раз. Это любимый рецепт моей семьи, потому что голубцы классические
все-таки дольше, я проверяла по времени, и ребенок ест в таком виде голубцы на 100%, потому что если обычный голубец, он капусту убрал и только внутри фаршик с рисом съел. А так абсолютно все съедает, эту котлеточку, и еще довольны, они сочные, они вкусные, они очень насыщенные, это супер рецепт. Он проверенный вот на 1000%. Все шаги повторяйте, делайте, и у вас получится просто изумительный результат. Насколько это вкусно, действительно невозможно передать. Вот очень вкусно. Голубцы и этот рецепт, да, они похожи, пахнет голубцами, все, но все-таки это другой рецепт. Он по-своему шикарен, по-своему оригинальный, но очень вкусный вкус. Если вы никогда не пробовали ленивые голубцы, я искренне вам советую, обязательно попробуйте этот рецепт. 100% подходит на заморозку. Капуста прекрасно себя ведет после заморозки, все очень вкусно, вам очень понравится. Это проверено лично мною, поэтому я вам советую. Этот рецепт можно готовить сразу вот такими большими мисками, 100% все уйдет. И соус вкусный, и он очень быстрый соус. И вот как капусточку поджарить, где маслечко добавить, все шаги повторяйте, получится просто супер результат. Так что, друзья, готовьте, уверена, вам понравится. А если приготовите, жду ваши фотоотзывы в мой телеграм-канал. Подписывайтесь На канал, ставьте ставьте лайки. лайки. Ждем 250 000. Да, всем спасибо и до новых встреч. Пока! Пока!